такая вот машинка. Круто! Я на солнышке лежу. Добрый день, дорогие друзья и подписчики нашего канала. С вами снова канал Мир путешествий и отдыха и Катя. И вот мы вызвали такси и едем сейчас на пляж. Пока на самый ближний пляж, который к нам. Мы попытались ему объяснить. Это, так понимаю, пляж Ля Мер. Вызвали мы такси на рецепцию. Да, на рецепцию не вызвали. Нам вызвали. И сейчас мы скажем, сколько нам примерно обойдется эта поездка. Вот такая вот машинка. Вот счетчик у них. У них сразу в счетчике забит за вызов. Получается 5 дирхам. И он так вот отсчитывает. Так, ну вот мы и добрались до пляжа Ля Мер. Получается самый близкий пляж к нам. Ну и считается походу одним из лучших тоже. Стоимость составляет 12 дирхам. Это 3.33 доллара. Получается, когда вы садитесь в такси, не зная английского языка, вы водителю говорите бич, пляж ближайший. Ну, он начинает нам на картинках показывать и начинает показывать на картинках, я так понимаю, по своей карте, которая пляжа находится вдалеке. И потом, судя по километражу, у нас, как эта программка называется, 1 ГИС, да? 2 ГИС. 2 ГИС. Ну, показывает 17 километров, 18, 20 километров. Ну, если вы хотите на ближайший пляж к вашему отелю, он предлагает вам на дальнее. И, соответственно, на такси у вас выскочит сумма намного дороже потом. Это выгодно лучше тогда ехать, если на какие-нибудь дальние пляжи, то это лучше ехать на метро, потому что метро идет вдоль линии береговой пляжей. Ну, вдалеке от пляжа, ну, примерно где-то километров 2-3. Пешком это далековато. И, соответственно, когда вы проезжаете примерно напротив любого пляжа, вы можете там же на месте вызвать такси и доехать до пляжа там, за 7, за 8, за 10 дирхам. Потому что если брать такси, заказывать от отеля и ехать на дальний пляж, то это выскочит вам конкретно в копеечку. Так что лучше совмещать, пользоваться метро и такси. А мы вот пока идем. Посмотрите, какая тоже такая вот красота. Это бочка, башня водонапорная. Так вот сделано. Это в американском стиле немножко. Тоже есть вот кафешки по всей территории. Видите, такие вот машинки. Он далеко уже отошел, плохо видно. И типа такси здесь. Такая дорожка вот проложена. Как бы как рельсовая. Знаю, так чего. Вот выглядит. Дошли мы до моря, Персидского залива. И вот так вот выглядит пляж. Сейчас мы подойдем к нему поближе. Опять же, тоже много очень кафешек. Есть где перекусить. И стиль такой интересно сделан. О, еще смотрите, типа картингов. Но это для маленьких детей, я так понимаю, что машинки очень маленькие. Поближе подойдем, посмотрим. Да, это для маленьких. По 3 до 5, наверное. Такие вот машинки, такой вот автодром, можно погонять. Уточки тоже, так что если вы с детьми сюда придете, им будет тоже развлечение. Тоже поплавать можно.
Вот мы сверху видим пляж. Он огорожен тоже буйками. Я так понимаю, чтобы люди не заплывали далеко. Такие вот камни, волнорезы сделаны, чтобы большую сбивать волну. И получается, из-за этих волнорезов такая образовалась вот бухточка спокойная. Волн вообще нету. Вообще. Сейчас мы спустимся. Вот машинка 18 века проехала. Вот такие массивные камни. Тоже, чтобы не осыпался берег. Волны здоровая очень. Так, тоже вот фонтанчик такой. Бьет тоже на пляже. Пальмочки. С такой вот подсветкой. Вечером очень видно красиво здесь, когда светится. Очень красиво, конечно, здесь. Все пальмы с подсветкой. Есть мороженое. Сейчас мы узнаем цену, сколько. Hey, money. Сколько? Yes. Money. Can mix two flavors. Two flavor. 25 это один шарик, один, да? Yes, two. А, два шарика, да? Yes. Угу. Thank you very much. Так, здесь же кукуруза тоже. То же самое. Money. Привет. 25 дирхам. Тоже $7. Жареная кукуруза на месте даже так жарится. И смотрите, какие интересные штучки тоже для маленьких детей. Вообще обалденные. Такие вот экскаваторы. Сейчас я попробую туда зайти внутрь, если разрешат. Посмотрите, вот такой стоит экскаватор. И вот нужно выкопать ямку. Детям бы очень весело здесь было бы. Так что вот кто с детьми приезжает, советую этот пляж. Как бы развлечений есть. Ну, людей тоже не очень как бы много, но есть. Ребятки, смотрите, еще такое интересное кафе сделано. Такая вот машинка. И кофе. Молодцы. Ну, так, экспрессо 16, маленький стаканчик, большой 19 дирхам получается. Это экспрессо, латте 19-22 дирхама. Ну, такие вот цены получается, в среднем где-то 20. Так, здесь нам тоже особо не разрешают снимать, потому что видит камеру, подходит, как бы гоняют. Но вот покажу, сзади у меня пляж. И вот такие вот кабинки есть, где можно, здесь вот туалет, а это вот, допустим, душ. Здесь вы тоже можете переодеться. Я зайду, посмотрю, покажу вам. Смотрите, все чистенько, убрано. Изумительно. Так, также в туалете уже заходить не буду, потому что там уже все занято. Ну вот, друзья, мы добрались до Персидского залива. Пробуем зайти. Ну, что могу сказать по водичке. Водичка как бы такая, вон, допустим, для Кати, посмотрите. Она вон до бока ловит. А так она вроде изначально холодная, но когда зайдешь, там как бы так это, комфортно. Но Катя что-то не решается. Но я бы не сказал, что она сильно холодная. Она такая же, в принципе, как у нас. Как у нас летом. Давай. Давай. Нет, все равно мне холодно. Ну, Кате нужно время. А я сейчас попробую
На раз, два, три, что ли? Раз, два, три. Баба сеяла горох, сказала, что... Оп. Ой, класс. Ну вот мы и окунулись. Ну попробуем сплавать. Так. Отлично. Ну я говорю, да. Когда заходишь в воду, когда уже как бы тело привыкает и нормально, комфортно себя чувствуешь. Поначалу зайти только немножко холодновато. Так, ну что могу сказать, да, по пляжу ходят, как бы снимать особо не дают. Обязательно можно здесь снимать только самого себя, как бы. Туристов как бы нельзя снимать. Так, ну, пляж, конечно, суперский. Так, мы пробежались, кое-что вам показал. Ну, не все, потому что ходила по пятам там охранница. Еще, может, когда будем уходить, тоже покажу. Ну, очень мне понравился. Хочу попробовать опять, чтобы прокатилась на квадроциклах. На квадроциклах. Как их называют? На водных мотоциклах, вон они. Ну, не знаю, она пока не соглашается, она в шоке после. Так, ребята, пошла вторая попытка, как Катя пытается зайти. Да, спросил цену на вот эти штуки. Как они называются, Катя? Водные мотоциклы, да? Ну, 195 дирхам, вроде 50. $50, 15 минут получается. Покататься. Вот паренек катался, говорит, круто. Ну, я не знаю, но пока. Да и Катя особо не решилась. Так, смотрим, как она пытается зайти. Ради всех подписчиков. Ну, ты скажи, ради вас только это делаю, да? Ну, 2. Молодец. Очень холодная вода. Нет, не хочу, ты не хочешь. Очень холодно, ну не знаю. Для меня это вода холодная. Если бы я знал, я бы подготовился. Круто! Вода чистая, очень чистая. Мусора вообще я не видел, специально обращал внимание. Ну вот цвет какой-то такой интересный у нее. Привет всем! С вами снова Вова и Катюша. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить наше классное следующее видео. Ребятки, водичка класс. И посмотрите, что на фоне, когда ты плаваешь и смотришь за такой красотой. И сзади у нас красуется башня Бурдж-Халифа. Обалдеть. Очень красиво. Да, есть еще такие райские места, где хорошо и комфортно. А главное, безопасно. Потому что Арабские Эмираты тоже безопасная очень страна. Здесь даже на пляже вы можете оставить свой сотовый телефон или камеру, пойти купаться, и никто не возьмет. В плане того, что потому что здесь столько натыкано камер. Здесь, одним словом, все в камерах. Поэтому, если что-то случается, ну и плюс security следят за этим. Они уже не раз ко мне подходили за нарушение, что запрещено снимать. Ну как запрещено? Снимать можно, но нельзя снимать. В основном снимать можно только самого себя. Нельзя людей снимать, особенно на пляже, когда они в купальных костюмах. Ну и соответственно нельзя арабок снимать в их национальных одеждах, потому что с ними там вообще отдельный разговор, там нельзя пристально смотреть на них. Много очень правил. Я на солнышке лежу и на солнышко гляжу. Все лежу и гляжу и на солнышко гляжу. Так, ну вот, позагорали.
Идем обмываться. Кстати, вот спасатель. Здесь спасатели, можно сказать, на каждом шагу. Так, вот такая штучка обмывать ноги. Работает, нажимаем. Вода, супер. Очень тепло. О, хорошо. А я думала, оно переворачивается. Ты думал, переворачивается? Да, так я тогда тоже стану. Да только кнопку нажимать. Класс. Здесь водичка такая. Да, ребята, еще такой момент. Вот мы сняли душевые, да, и туалет. Туалеты бесплатно, а душевые, я не обратил внимания, по монетке. Здесь покупаешь жетончики такие, вот так вот. Забрасываешь, и потом бежит вода. Это останавливаться. Так что бесплатный душ только на пляже, где мы с ведерком мылись. А вот эти души не платные. Они как раз находятся возле кафе автомобиля. Ну вот мы собрались, умылись. Сейчас прогуляемся по набережной. Что могу отметить? Туалеты душевые. Да, вот туалеты тоже бесплатные. Я заходил, вот тоже снимал, да. Насколько чисто, насколько опрятно. Вообще приятно, очень приятно зайти, потому что тут здесь постоянно вот ходят парни в таких синеньких, голубеньких рубашках. Они эту чистоту контролируют. Настолько очень комфортно. Что ты так скажешь? Не знаю, я Понравилось? просто иду и отдыхаю. Потому что запах такой приятный, А вот свежий. кафе тоже вот вдоль набережной. Их очень много. Очень реально. И Не вот вы... жарко, правда? Да, комфортная такая температура. Какой Не- намного варили. Да, немножко подзагорели. И вот вы видите вот такие вот домики. Они стоят вдоль набережной. Это вот туалет и душевая. Решили так смашно все кушают, и мы решили подойти посмотреть, поинтересоваться ценами. 89 дирхам. Ну это, я не знаю, видишь, это тут какой-то ассорти. Мгм. Омлет 38, тоже 50 дирхам. Яичница 38. 3,6 курс. Да, 3,6. так что делите всё. Это вот 3,6, это получается вот такое вот блюдо, $10, да? Да. Ну, 10 там и 20 Сейчас центов. быстренько так полистаем уже. 25 дирхам, 25 дирхам. Только что это здесь такое? Супчики какие-то, да. Омлет 30 дирхам. Салатики пошли. Салаты. От 30 Ну, дирхам здесь, до 45. наверное, да. Они фруктовые, тут овощные 35, да, 35. Вот овощи, Это 10-12 помидоры. долларов получается салаты. Так, супчики 28. 7-8 долларов. Так, а вот что мы как шаурму эту брали, да, вот тут шаурма получается 36 дирхам у них. А мы брали шаурма плюс картошка 26. фри за 13 дирхам. А, за Одно 13. блюдо, 26 за 2. Да. Ну Да, это же мы возле брали. пляжа. Ну да, это здесь пляж и соответственные цены. Ну и качество сервиса, вы видите, что здесь мы не успели подойти и сразу к нам уже Ну подбежали. вот смотрите, если ребрышки такие, брат, то 300 дирхам. Такое вот тоже блюдо большое, 290 дирхам, Ну, это почему, получается вот 80, смотри, али-кебаб. 80 долларов, 75 дирхам. это 20 долларов. Ну это, наверное, большая Ну будет да, порция. да. Вот две курочки такие запеченные на гриле, яичница, я так понимаю, и огурчик, салат, наверное, какой-то будет, 55 дирхам, это долларов 15. А вот креветочки, 100 вот дирхам. такая вот подача у них, 100 дирхам, это получается 28-27 долларов. Вот, ребята, шел, забыл про маску. Катя напомнила. Ну, посмотрели цены, вы тоже посмотрели с нами ценами. Но мы решили не искушать так судьбу и
поужинать в другом месте, потому что вы понимаете, блюдо от 20 до 100 долларов, это, ну, это слишком, это уж шикарно. И тем более, если мы знаем, где мы можем покушать Да, такое да. же самое блюдо. Да, такое же самое, 7 долларов, которое здесь стоит да, меньше стоит. 20. Я считаю, что Ну. не стоит деньги тратить. Ну, понятно, что это, во-первых, отель на береговой линии, вот мы прошли, он вдалеке там виднелся, я вам не снял, вот он за этим зданием, сейчас он, верхушка будет возвышаться, это 5-звездочный отель, а мы пойдем в нашу забегаловку. Вот одни Ну, машины. там я хочу сказать, что очень вкусно. Я, например, для себя Не, нашла ну да, там блюдо. нормально, вкусно, конечно, никто ничего. Потому что вон, посмотрите, какие машинки тут стоят. Люди приезжают на пляж отдохнуть. Потому что не только здесь одни туристы, здесь и местные, и индусы, и арабы. Допустим, что могу сказать по гостинице «Контингент». Ну, в основном мы туда только забегаем переночевать, туда-обратно. И получается, ну, видели, с Казахстана, с Киргизии. С Киргизии много здесь и работают. Киргизия, Казахстан, русскоязычных я практически, наверное, не встречал. Индусов очень много, арабов много в отеле. Ну вот, мы уходим уже с пляжа Ля Мер, да? Ля Мер. Вот такой сзади у нас закат. Такой фонтанчик. Пальмы. Это вот получается сейчас у нас где-то 5:30. Не успели подойти к дороге. Стоят охранники, такси ловить не надо. Они без вопросов только увидели, что мы подходим. Сделали жест. Подъезжает машинка, любезно усаживают. Ну, пляж нас впечатлил. Сервис, говорится, на высоте. И по красоте, и по удобству. И от нас недалеко. Тут получается, сколько ты говорила в километрах? Ну, 6 сейчас посмотрим. Ну, сейчас, ну, 10 минут езды. Если так вот, если будет видно, то вот наша высотка впереди. 6 Вот минут. туда. 6 минут. 3 километра. Если без пробок. Да, 3 километра, 6 минут на машине. Идем. Так, до отеля мы не доехали, специально попросили, чтобы остановился пораньше. Нас еще отель чуть дальше, где-то с полкилометра. Самое интересное, проехали на 11 дирхам, а взял по счетчику 12, вернее по счетчику 11, а взял, когда остановки заявлены до отеля, хоть и вышли раньше. Так что вот имейте в виду, что если вы говорите конечную остановку, таксисты берут до конечной, даже несмотря на то, что вы раньше выйдете. Ну, мы решили раньше, что поищем в кафешке, может, магазинчик зайдем какой-нибудь. Ну вот смотри, это, наверное, какой-то маркет или что? Да, Это вот пицца, можно вот сюда тоже зайти посмотреть. Ну, давай посмотрим. Да. Еще такое вот бытует мнение, что ни один араб не работает в Арабских Эмиратах, что они живут за счет нефти и их полностью содержится государство. Но это как бы неправильное, потому что мы встречались с русскими, которые здесь живут и работают, и они уверяют, что арабы работают и как бы проблем нету. Сколько бы у тебя денег не было, но все равно они работают. Но плюс что у арабов большой плюс, что у них государство возвращает 2000 дирхам. Сколько это 2000 дирхам? Если вы проживаете, платите за электричество, за воду, за свет, за газ, все это вот, то 2000 дирхам это возвращается. У них очень дорогая вода, свет, интернет, потому что свет, допустим, у них вырабатывается не как у нас на атомных электростанциях, а дизельно, вы представляете, дизельные генераторы. Ценник на коммунальные услуги у них, как говорится, космический. Но не только на коммунальные, вы видите по кафешкам, магазинам, что цена везде такая недешевая. Да, зарплата, конечно, там от 3 до 10 до 30 тысяч долларов доходит.
Да, ну если так вот взять от 3 до 30 тысяч. В среднем где-то так вот от 3 до 10, это который такой обслуживающий персонал. Ребята, с вами канал Мир путешествий и отдыха, и мы в Дубае. Оставайтесь с нами.